I've done this over the years with my students in college. Я так проверял своих студентов много лет в колледже. I've said, write down all of the qualifications for leadership that you know. No guessing. Я им давал задание: запишите те требования, которые вы точно знаете, не угадывайте, а то, что вы точно знаете, запишите это. And most of them come up with maybe 4 or 5 or 6. Большинство из них пишут 4, 5, 6 требований. Now, if they represent people who vote in churches, that is not a good sign. Если они являются картиной тех людей, которые голосуют в церкви, то это не хороший знак. Are you confident that the people know this list and understand what it means? Вы уверены, что люди у вас знают этот список и понимают, что все это значит? Нет, не уверен. Well, then you need to deal with this, Тогда вам don't you? нужно решать эту проблему. Because you're asking them to vote for leaders. Потому что вы их просите голосовать за лидеров. And if they don't vote on the basis of these qualifications, А если они голосуют не на основании этих требований, what are they basing their vote on? на чем они основывают свой голос? На самом деле, при таком голосовании, руководство церкви стремится, чтобы было стопроцентное голосование за идеи. Мотивировать. Доверие руководству. Да. То есть стремление к этому больше. Не просто там 50 на 50, чтобы было, а 100% за. Поэтому руководство это убеждает церковь. Либо откладывается это голосование еще на какой-то срок потом. Время молитвы, когда вся конгрегация примет этого кандидата. Или не примет. У нас есть испытательный срок. Something to think about. Вопрос для размышления. If we are asking people to vote for elders, Если мы просим людей голосовать за пресвитеров, then we probably need to spend more effort than one sermon in communicating God's standards. Наверное, нужно приложить усилий больше, чем одна проповедь, чтобы донести Божий стандарт. Do you know, statistically, how much people remember your sermon, of your sermon, 24 hours after you give it? Статистика, сколько процентов из вашей проповеди люди помнят через 24 часа после того, как вы... Мы специально не проводим эту статистику. Чтобы не расстраиваться. This is very depressing. Да, это очень депрессивная статистика. Это очень мудрый подход. A study was done about what people remember of verbal communication. Было проведено исследование, что люди помнят, какую часть из вербальной коммуникации. 15/16. You know what I'm saying? Значит, 15/16, дробь, да, 15/16 они забывают. And that's probably on a good day. That's what I'm encouraging us is to maybe to rethink the way we do this, because leadership is so important. Но обдумать заново, потому что настолько важно руководство. Now, part of the solution to the problem is who establishes this group of candidates.
часть решения проблемы – это то, кто утверждает эту группу кандидатов. I was have been a part of congregational government churches. Я был также в церквях, где конгрегационное управление. And here's how we used to do it. Вот как мы поступали. We would have a nominating committee. Here's a committee. Это номинирующий комитет, то есть номинация, да? And the people on this committee would set up those that we're going to vote on. Ну, то есть это был комитет, который представлял кандидатов. Они выбирали кандидатов. So we would take them from the congregation. Мы их выбирали из общины. And so we would take these people. Комитет выбирался из общины. And what we discovered was that some of these people were immature Christians. Мы обнаружили, что некоторые из них были незрелыми христианами. Or were Christians that really knew very little of the matter of leadership. Или же были такими христианами, которые мало знали о вопросе лидерства. And so you've given the responsibility of selecting these people. То есть мы предоставляем возможность выбора кандидатов на служение людям, которые на самом деле не соответствуют требованиям. How do you do it? Who decides in your church who the candidates are going to be? Кто решает в вашей церкви, кто будет кандидатами на пресвитеров? Может быть, святитель, совет. Okay. Good. Хорошо. You're much smarter than we were. Вы намного умнее, чем мы были. У нас иногда кажется, что голосование это только формальность в нашей конгрегации. Sometimes it seems like voting is a formal thing. Я устал Павла, Кажется, члены церкви тоже участвуют. Because it's in the statute of the church that they should go. Но не всегда, конечно, происходит, да. But if your elders are the ones who decide, Но если у вас пресвитеры выбирают, решение принимают, and they are good and godly, knowledgeable men, и это хорошие, благочестивые, знающие братья, then this group are going to all of them be qualified. ну, тогда в этой группе все они будут соответствовать требованиям. So in one way, it doesn't make any difference who they vote for. То есть в каком-то смысле не будет иметь значения, за кого проголосуют. Because they're really all qualified. Потому что все они соответствуют. So that helps. Помогает. On the first one, the idea is that no legitimate accusation can be leveled against a man. He's blameless. В данном случае против этого человека не может быть выдвинуто никакого правомочного обвинения. This, of course, does not mean that he's perfect. Это, конечно же, не означает, что безупречен. And this is an important qualification because Это требование очень важно. This looks at the present period of time where no legitimate charges can be brought against a man. Здесь рассматривается настоящий период времени, когда
нет никаких обвинений против этого человека. And this comes to bear on the situations where there's been failure in the past. Failure, or a man has failed in the past. Ну, тут также встает вопрос, когда было какое-то падение в прошлом. We're going to come back to this later on when we discuss what happens to a man who has failed in the ministry. Мы с вами будем позже рассматривать такой вопрос, что происходит с братом, который упал в служении. Can he or can he not be reinstated in ministry? Может ли он быть восстановлен в служении? More specifically to leadership. Ну, более конкретно в руководстве. Let's look at the second one. Давайте рассмотрим второй. The husband of one wife. Муж одной жены. Probably of all of the qualifications, this is the one that stands out in the minds of people. Ну, этот пункт обычно занимает такое первостепенное место в умах людей. When I would ask my students to write down what they knew, this one was always on the list. Когда я спрашивал своих студентов, просил, чтобы они написали список, этот пункт всегда у них присутствовал. And the one that he is to rule his own house well was usually number 2 on the list. Второй присутствующий в списке обычно был хорошо управляющий своим домом. So my question right now for you is, what does this mean? Теперь у меня вопрос к вам. Что это значит? How do you interpret husband of one wife? Как вы толкуете муж одной жены? There are probably 6 or 7 basic interpretations of this. Ну, есть как минимум 6-7 толкований. Момент. Был ли он когда-то в разводе? Это значит, не должен быть разведен. Вообще разведен когда-то в его жизни. Ну, либо он просто муж одной жены, на всю жизнь одна жена. Муж одной жены, я думаю, все-таки в настоящее время. У нас на сегодняшний день в Кемеровской области несколько уже пресвитерских советов прошло по этому вопросу. И братья не могут прийти к единому мнению. Сегодняшний день молимся о том, чтобы не было разделения братства на основании этого вопроса. Есть несколько братьев, которых уже надо рукополагать на служение диакона или пресвитера. Мое личное мнение, что муж одной жены должен быть на настоящее время. То есть, возможно, он раньше был женат, будучи неверующим. Почему я придерживаюсь такого мнения? Иногда некоторые служители, братья берут эти первые слова муж одной жены, и, может быть, те требования, которые идут ниже, они считают их менее требовательными. Допустим, мужчина, или брат, который кандидат в пресвитеры, будучи неверующим, был пьяницей. На это иногда закрывают глаза и говорят, он может быть пресвитером. Но когда он, не будучи неверующим, был женат, братья говорят, не может. Поэтому я считаю, что все пункты, они равнозначны. This is an important point that's been being raised here. Здесь важная мысль была поднята. And that of being consistent in the way that we apply these qualifications. Последовательность применения этих требований. If we are going to disqualify a man on his past in one area, если мы дисквалифицируем брата по одному пункту в его прошлом,
then why can't we or why don't we disqualify him on the past in all of these areas? Почему тогда в каждом пункте мы не можем дисквалифицировать то, что было в прошлом? For example, what if he was a greedy, selfish man in the past? Что если он был корыстолюбив, жадный и эгоистичный? Obviously, he wasn't a man given to hospitality. Очевидно, что он не был гостеприимным. So should we disqualify him because he used to be a greedy, selfish man? Можно ли его дисквалифицировать, потому что когда-то он был жадным эгоистом? I've never heard. I've never heard of it. Ну, я такого не слышал, что вы так делали. Okay. Thank you for that. But I want to hear from others now. How do you interpret it? Другие тоже. Back up just a minute. Is Peter? Да. So you would say that husband of one wife means that he is married now to one woman. То есть вы считаете, что муж одной жены означает, что он в настоящее время женат, у него одна жена? Да. Okay. Муж одной жены было связано с вопросом лидерства, ну или управления в семье, там, порядочной жизни. Поэтому связывалось с тем, что хорошо управляющий домом и тому подобное. Обычно вопрос развода, он возникает тогда, когда человек не хочет разбираться в этих вопросах и хочет просто уйти. И если в данном случае это инициатива мужчины, то возникает вопрос, в церкви будет трудности, это управление людьми, и будет ли у него проявляться эта верность в отношении церкви. Поэтому было мнение о том, что как до уверования не должно быть в его жизни разводов и вот таких вот хождений. Husband, so your position would be that a man who is divorced and remarried doesn't qualify because he has had two wives. He divorced one and now he has a new wife. То есть ваше мнение, что если человек был женат, развелся, у него вторая жена, то его нельзя принимать, потому что у него две жены? Не, мое мнение о том, что это вопрос о нравственном отношении. Does husband of one wife mean that he must be married? In other words, he must have one wife. Означает ли эта фраза «муж одной жены», что он должен был быть женат, что у него должна быть жена? Обязательно, знаете? Обязательно жена. Чтобы быть пресвитером, надо быть женат. Mandatory. He should be. Could a single man be an elder? Может ли неженатый мужчина быть пресвитером? There is the viewpoint that a single man should not be an elder. Ну, то есть есть такая точка зрения, что неженатый мужчина не может быть пресвитером. That's one of the interpretations of this passage. Одно из толкований этого требования. Если в церкви группа пресвитеров, и из них один не женатый, то в принципе в этом нет ничего такого страшного. А если он один пресвитер, то это может являться проблемой для церкви, потому что он не может наставлять семейные. У него с этим трудности будут. Он может по Писанию наставлять. Но к нему люди будут, может быть, меньше сами идти. Да, это практически. And has validity to it. И достаточно такой веский. But you are not saying then that husband of one wife requires a man to be married. Но вы не говорите, что муж одной жены это требование, чтобы он был женат. Нет, я хотя так говорят. Вот, сам Иисус. Okay. What about a man who
who is married, an elder who's married, Ну, а как, например, такой случай, пресвитер женат, and his wife dies, у него умирает жена, and later on he gets married a second time. и он вступает во второй брак позже. Do you think that that man could be an elder? Как вы думаете, такой человек может быть пресвитером? Because he's had two wives. Потому что у него две жены. Да, может. Okay, there is the viewpoint held by some that he would be disqualified. Ну, есть такое мнение, некоторые говорят, что тогда его нельзя избирать пресвитером на основании. I know of a pastor elder who believed that. Я знаю пресвитера, который так считает. His wife died, У него жена умерла, and he became attracted to another woman, ему понравилась другая женщина, and he married her. он женился на ней, And when he did that, и когда он это делал, he stepped out of the ministry immediately он сразу же покинул служение, because he believed that he now was a two-wife man. потому что он считал, что у него теперь две жены. That's an unusual position, but some hold it. Ну, это не обычная позиция, но некоторые придерживаются. Можно ли быть человек пресвитером или вот быть в совете старейшин, если у него жена неверующая? Can a man be an elder and be part of the board of elders if his wife is an unbeliever? I would have real concerns about that. Ну, для меня это было бы беспокойство. But marriage was given to mankind, not to the church. Институт брака был дан человечеству, а не церкви. So technically, even though she's an unbeliever, he could still be the husband of one wife. То есть технически, хотя она и неверующая, он все равно может оставаться мужем одной жены. This would not disqualify him. То есть это бы его не дисквалифицировало. But there might be some other qualifications that would. Могут быть связаны с этим некоторые другие качества, которые бы... That's an interesting question. Интересный вопрос. I don't. Из этого списка мы нигде не находим, что он не может быть, да? Вот из этого списка мы нигде не находим такого утверждения, что он не может быть. То есть, если у него жена неверующая, да? Well, we don't find it in this list that he cannot be Хорошо управляющий дом не покаял жену, an unbeliever. значит плохой, да? Ну, здесь так. Ну как? Здесь правильно. Ну если где девайсе он живет, она неверующая, она все равно послушна. Well, God manages your home, well, sometimes she can be an unbeliever, but still be Она послушна, I mean, it's probably not the ideal situation. Ну, наверное, не идеальная ситуация. But my question would be, with, I'd be interested how he ever got into the position of elder. Ну, а просто мне интересно, как он попал на пост, ну, в смысле, что он пресвитер, а у него жена неверующая. Ну как, в процессе жизни жена начинает вести себя как неверующая. То есть вроде была членом церкви, крещена, а потом... In the process of life, she seemed to be professing a believer, and then Ему надо нырять. How did people know that? А как он знает, что она неверующая? Know that she was really an unbeliever. Ее жизнь, дела, But отношения к церкви, к Библии. Okay.
then you are beginning to impact the matter of ruling his own house well. Ну, тогда начинает действовать вопрос хорошо управляющих своим домом. If we were elders, Если бы мы были пресвитерами, together with that man, таким вот братом, as a fellow elder, I would suggest to him he needed to step aside from the position of elder. как сопресвитер, я бы ему посоветовал покинуть служение пресвитера. That he needed to give attention to his own family. То ему нужно посвятить время своей семье And be with the hope that things would get corrected and he could step back in again. в надежде, что все исправится, и тогда он сможет вернуться на служение. But if her attitude and behavior made it clear that she was an unbeliever, Если ее поведение и отношения показывают ясно, что она неверующая, that would suggest that the qualification of ruling his own house in an acceptable way was no longer in place. тогда это бы означало, что он не соответствует требованиям хорошо управляющих своим домом. Does anyone else have any contribution that you'd like to make on this second one? Есть еще какие-то мысли, что вы могли бы добавить по второму пункту? Что-то верный. Муж верный. Faithful husband. Faithfulness of the husband. That's part of it. When you do a study of this phrase, husband of one wife, Если провести исследование этой фразы «муж одной жены», and you take a look at the lexical evidence, смотреть лексические значения доказательства, and I'm thinking right now of A.T. Robertson, Робертсон, and he said, he points out that this is an anarthrous construction. это конструкция без определенного артикля. And that emphasizes quality. То есть акцент делается на качество. And so he is to be a one-woman kind of man. То есть он должен быть таким типом мужчины, который мужчина одной жены. The point is not really the number of wives that he has or has not had. Это на самом деле не вопрос того, сколько у него жен было или имеет. The issue is the quality of his character when it comes to wife and women. Имеется в виду качество его характера, что касается жены и женщин. You know as well as I do that a man can be married to one woman. Вы сами знаете, как и я, что мужчина может быть женат на одной женщине, But he wishes that he could be married to that other woman. но у него есть такое желание, он желал бы быть женатым на другой женщине. Or perhaps his whole his attitude and his viewpoint of other women is not what it should be. Ну или же в целом его отношение к другим женщинам не такое, как оно должно быть. He looks at other women with a certain level of interest and maybe even desire. Он смотрит на других женщин с определенными интересами или, может быть, даже желанием. That would be a violation of this qualification. Это уже нарушение данного требования. A one-woman kind of man is what was said
he is faithful to her. Мужчина одной женщины, как уже было сказано, верен ей. He is interested in her growth and development. Он заинтересован в ее росте и развитии. He is devoted to that one woman. Он предан этой одной женщине. But it has to do with the moral character of the man. Это связано с нравственным характером мужчины. And so I think that it is emphasizing that this is a morally sound man. Я думаю, что здесь акцент сделан на то, что это нравственно здравый мужчина. If the man was sort of playing around with pornography. Ну, если у мужчины проблема, он заигрывает с порнографией. He is not a one-woman kind of man, even though he may be married to one woman. Хотя нельзя сказать, что это муж одной жены, может быть, даже он и женат на одной женщине. And so when you see this as a character issue, то есть если рассматривать это как вопрос характера, it is really not so much an issue of divorce or polygamy, or even if a person has been married. То это не столько вопрос развода, полигамии, или же вообще вопрос того, женат мужчина или не женат. The issue is moral purity of the man. Это вопрос нравственной чистоты мужчины.